Состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Мы бы могли по итогам того, что случилось, дежурно сказать: переговоры, в общем, ни о чем, закончились, в общем, ничем. Но реальность как будто даже хуже. Спустя 2,5 часа разговора Путина с Трампом мы вместо обещанной пресс-конференции получили пресс-подход на 11 минут, где не было никаких вопросов прессы и никаких заявлений по теме переговоров. А главное, если смотреть этот пресс-подход, не зная, о чем эти двое должны были разговаривать, то реконструировать, по какому поводу они тут вообще собрались, совершенно невозможно. Путин всю первую часть разговора рассыпался в комплиментах Трампу и констатировал добрососедские отношения между Россией и Соединенными Штатами. Во второй повторил ровно то, что говорил всю дорогу, об устранении каких-то только ему ведомых первопричин войны в Украине. Проще говоря, что войну он никогда не закончит, потому что никогда не закончит. У Трампа, если судить по его словам, была вообще другая встреча. Она тоже закончилась абсолютно ничем. Но в отличие от Путина, который прям-таки светился, Трамп явно был озадачен и сильно недоволен произошедшим. С его точки зрения, сделка когда-нибудь будет, но не прямо сейчас. Давайте попробуем разобраться в том, что случилось, отдавая себе отчет. Не случилось настолько ничего, что, похоже, даже к прессе вышли только во имя избежания скандала. Перед тем, как начнем, напомню, если тормозит YouTube или не звонит WhatsApp, в описании наша ссылка, где мы регулярно проверяем и актуализируем способы обхода блокировок YouTube и мессенджеров. У этой рубрики есть спонсор MaxSwap, выпускающий виртуальные карты, которые позволяют тратить криптовалюту как обычные деньги. Ссылка на них в описании. Неожиданное событие, произошедшее аккурат накануне встречи, созвон Дональда Трампа с Александром Лукашенко. Обсудили они, как утверждается, освобождение заключенных. Дело это, безусловно, хорошее. Тут к Трампу никаких вопросов. Он уже доставал людей из пасти Лукашенко и молодец, что продолжает этим заниматься. Другой вопрос: чем вызван такой созвон практически перед посадкой в самолет? Единственное плюс-минус разумное предположение сводится к тому, что у Трампа действительно острейший дефицит экспертизы по России. Что Financial Times правы в своей статье, и погром американской бюрократии даром не прошел. Авторы утверждают, что эксперты по региону буквально закончились. Из Госдепа ушло и было уволено больше 1300 человек, и Трамп остался со своими мыслями о России один на один. Если все действительно так, то беседа с Лукашенко обретает смысл. Вполне реально, что Трамп просто хватается за любую возможность понять, о чем там и как следует говорить с Путиным. При таком раскладе позвонить тому, кто Путина уже четверть века разводит как выводок кроликов, звучит как неплохая идея. Трамп, что для него большая редкость, активно транслировал неуверенность. Помните, как он говорил, что если ничего не случится, он введет санкции? Потом он говорил, что, дескать, не уверен, что боевые действия остановятся сегодня, но не будет счастлив, если сегодня не остановятся. По какой-то не вполне ясной причине сообщается, что российская делегация ожидала увидеть на этой встрече вице-президента Джей Ди Венса и очень разочаровалась, узнав, что его там не будет. По еще менее понятной причине, переговоры, которые изначально планировались в формате тет-а-тет, за несколько часов до начала были заявлены в формате 3 на 3. А уже во время встречи поступило уточнение, что позже будет и формат 5 на 5, которого, похоже, так и не случилось. Дмитрий Песков триумфально заявил, что встреча планируется чрезвычайно продолжительной. 6-7 часов минимум, проговорят. В реальности вышло неожиданно долго, всего-то в 3 раза короче заявленного. Встретившись с Трампом, Путин ожидаемо светился от счастья, как начищенный помидор. Что косвенно подтверждает, с российской стороны основная мотивация заключается в визите ради визита. Подтверждает, что плевать вообще Путину, чем закончатся переговоры. Смысл в том, что он больше не в изоляции, что гоняет тут на стрелку с американским президентом. Американский президент его лично с трапа с красной ковровой дорожкой встречает. Понятное дело, что Путин тут в полном восторге и живет свою лучшую жизнь. Если все это вот так, на что происходящее очень похоже, Трампа развели навстречу неадекватными ожиданиями, которые заведомо никто не собирался исполнять, лишь бы только весь мир увидел, как Путин с Трампом жмут руки. Если все так, то в происходящей бессмыслице возникает хоть какой-то смысл.
Кстати, пока Трамп с Путиным ведут беседы о мире, никто, похоже, так и не дал команду хотя бы прекратить обстрелы украинской территории. По крайней мере, силы украинской ПВО предупреждают граждан об массированной атаке дронов. Дальше перейдем к разбору того, а что же мы в конце-то концов увидели после этой встречи. Сначала небольшая реклама, посмотрите, пожалуйста. Во многих странах действуют ограничения на операции с наличными. Так государства борются с теневой экономикой и серыми доходами. Поэтому при путешествии за границей лучше иметь с собой карту зарубежного банка, а то и две, на всякий случай. К тому же их сейчас достаточно легко и быстро можно оформить. Например, через компанию Skyzit. У них удаленно можно оформить карту банка ближнего зарубежья и получить ее с доставкой на дом. Из документов понадобится только загранпаспорт. С картой вы сможете оплачивать онлайн-сервисы, бронировать отели и совершать покупки за границей. Ее можно подключить к Google Pay и расплачиваться пластиком. Приложения банка и техподдержка работают на русском языке, а пополнять счет можно с российской карты. А еще для каждого клиента бонусом идет страховка для путешествий и доступ в бизнес-залы в аэропортах. Если вы думали, что завести такую карту дорого, то это не так. У Skyzit есть доступные цены и даже рассрочка с первым платежом через месяц. Переходите по ссылке в описании, чтобы узнать подробности. С промокодом CATS будет скидка до 15 тысяч рублей на услуги команды. И еще в подарок к вашей карте приложат вот такую наклейку, напоминающую о нашем канале. Спасибо, что смотрите рекламу, она позволяет каналу оставаться независимым. Продолжим. Обсуждаем встречу Путина с Трампом на Аляске и ее итоги. Итак, так что же в конечном итоге-то мы увидели? Какая из гипотез, которые мы строили ранее, в итоге оказалась верной? Давайте попробуем порассуждать. Российская и американская делегации организуют очень большой и очень громкий саммит на Аляске. Туда приезжают оба первых лица, Трамп и Путин. Приезжают министры иностранных дел стран и прочие самые важные чиновники первого эшелона от обеих сторон. Как программу минимум для переговоров анонсировали воздушное перемирие России и Украины. Ближе к делу были еще какие-то мутные разговоры о возобновлении авиасообщения между Россией и Штатами. Не бог весть какие ожидания, честно говоря, учитывая масштаб мероприятия. Это ожидание из серии, как говорили в советское время, поездку оправдать, на пересадке гостинцев захватить. Если не предполагается даже такого исхода, то никакого оправдания для проведения встреч на таком уровне вообще не существует. Но мы не получили даже этого. Мы получили мероприятие, которое, похоже, не стоило авиационного керосина, на него потраченного. Мы не получили даже номинального содержания, которого хватило бы на приличную пресс-конференцию. Хотя бы формальных уступок, чтобы Трамп мог сказать: мы не просто так напечатали все эти баннеры про движение к миру, мы хоть о какой-то ерунде договорились. Отсутствие даже ерунды говорит нам, что, скорее всего, верна гипотеза о Стивене Уиткофе и проблемах перевода с английского на английский. Не так уж важно, были ли у издания Bild настоящие источники или оно просто выдумало или угадало. Трампу его спецпосланник привез обещание мира на лучших условиях, а когда стало понятно, что никакого мира и ни на каких условиях не будет, отменять что-либо было уже поздно. Судя по лицу Трампа, которое все 11 минут пресс-подхода сохраняло натурально траурный вид, будто у его обладателя разом умерло несколько близких родственников, он сам осознал всю степень катастрофы только в самом конце. В самом конце Трамп осознал, у него только что завершилось мероприятие, которое в сумме шло меньше 5 часов. То есть меньше, чем занимает прямой перелет в Анкоридж, что из Вашингтона, что из Москвы. И на мероприятии этом не случилось вообще ничего. Не последовало никакого даже номинального результата. Тут даже самым лояльным к Трампу СМИ не удастся написать ни одного доброго слова об этой встрече. Весь пафос, который успели нагнать с пролетом бомбардировщика Б-2, в данном случае ситуацию только ухудшает. Ведь чем больше пафоса, тем очевиднее, что результат абсолютно никуда не годится. Уместно тут вспомнить, что вроде как предполагалось не просто сильно более продолжительные переговоры, но встречи в нескольких форматах. После пресс-конференции предполагался ланч, где должны были присутствовать обе делегации в полном составе. В итоге и пресс-конференции никакой не было, и ланча не случилось. Путин улетел, едва только неловкая сцена с прессой закончилась. Журналисты ждали выхода Путина и Трампа больше времени, чем прошло между пресс-подходом и тем моментом, когда Путин оказался в своем самолете.
через 50 минут после всего. То есть с учетом сборов выходит, что Путин улетал как можно быстрее. Ни о каких ланчах речи вообще не шло. Не очень хочется в данных обстоятельствах, где речь идет о мероприятии, призванном решать судьбы мира во всех смыслах, использовать слово «неловкость». Но по всему видно, что ровно неловкость и случилась. Дональд Трамп, очевидно, был введен в заблуждение собственной не слишком профессиональной бюрократией и оказался в ситуации, которую, с одной стороны, невозможно предотвратить, ведь встреча уже объявлена, а с другой невозможно и продолжать, ведь все эти ланчи и прочие взаимные любезности выставляют его в настолько глупом свете, насколько только можно себе вообще представить. Ожидали ли мы чего-то подобного? В общем-то, в какой-то степени да. Да, не стояло вопроса, что встреча это окончанием войны не пахнет. Но все-таки казалось, что два президента, столь громко анонсировавшие встречу, причем в случае Трампа еще и на своей территории, но не могут выйти совсем уж ни с чем. Казалось, что должны таки последовать какие-то взаимные обещания, которые позволяют обеим сторонам не выглядеть по-дурацки. Нечто подобное предполагал просто сам уровень встречи. Оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что мы действительно имеем дело с обманом и разводкой без внятных мотивов. Что Путину нужно было провести личную встречу с американским президентом, привлечь к себе мировое внимание, продемонстрировать всем, что он не в изоляции, и все. А американский президент настолько был готов обманываться, что позволил с собой это провернуть. Слишком поздно понял, что ничего не получит, и, чтобы не допустить продолжения издевательства, быстро все свернул и откланялся. Вот такое вот сомнительное мероприятие произошло. Сегодня еще по его итогам поговорим. До вечера.